Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні приготую пухкенькі, смачні і ароматні пиріжки з м'ясом та рисом. Перед вами пока только те продукты, которые понадобятся для теста. Оно сдобное, поэтому готовлю опарным способом. В миску для замеса выливаю теплое молоко, добавляю дрожжи. Здесь у меня 15 грамм. Если замешиваете на сухих, то берите сухие активные. И взять их надо в 2,5 раза меньше, чем прессованных. Они выдерживают выбраживание, обминки, хорошо поднимают стопу, долго не теряют свою силу, совсем не так, как сухие быстродействующие. Все это хорошо перемешала до растворения дрожжей и добавляю муку из общего количества. Беру столько же, сколько и молока. То есть 200 мл молока, 200 граммов муки. Перемешиваю до однородности. Опара должна получиться такой густоватой, гладкой, без комочков муки. Зачищаю миску, накрываю и оставляю где-то на полчаса для подъема. Но зависит от температуры на кухне. Если прохладно, то может подходить и дольше. Пока опара подходит, я займусь начинкой. Для нее мне понадобится мясо. По вашему вкусу свинина или свинина-говядина 50 на 50. У меня свинина, и я из него уже приготовила фарш. Отварила рис, взяла 50 грамм сырого, это 2 столовые ложки, полные с коркой. В готовом виде его получилось 180 грамм, но, возможно, весь он мне не понадобится. Буду добавлять и смотреть по начинке. Обжарила лук на растительном масле, в сыром виде 200 грамм. Соль, черный молотый перец, и можете добавить свои любимые специи по вкусу. Начинку можно приготовить и по-другому. Отварить мясо со специями и оставить его в бульоне до полного остывания, чтобы не заветривалось, не подсыхало. Пропустить через мясорубку по очереди с жареным луком и с тем маслом, на котором он жарился. По вкусу посолить, поперчить. Для сочности добавить бульон и по желанию вареные яйца. Но сегодня готовлю начинку более быстрым способом. На разогретую сковородку выкладываю фарш и обжариваю до готовности. Если у вас сковородка без покрытия или более постное мясо, то есть маложирное, налейте немного, совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы фарш сразу не прихватился. Время от времени перемешиваю. Прожаривается фарш быстро, тем более его здесь немного, и не надо его пересушивать. Вот на донышке достаточно бульона, он еще протушивается. Все, фарш готов, выключаю огонь и оставляю в таком виде до полного остывания. Вот теперь можно приготовить продукты для теста. Понадобится всего 2 яйца, но одно я перемешиваю и половинку его оставлю для смазывания пирожков. Добавляю второе яйцо, соль, сахар, немного перемешиваю и сюда же мягкое сливочное масло. Если остаются маленькие комочки, это не страшно, в тесте они разойдутся. Ну вот сахар полностью растворился, отставляю в сторону и жду, пока хорошо подойдет опара. Опара подходила ровно 30 минут. Хорошо поднялась, увеличилась в объеме больше, чем в 2 раза. Пышная, пористая. Можно замешивать тесто. Выливаю сюда сдобу, хорошо перемешиваю до полного соединения. Когда получилась вот такая вот однородная масса, высыпаю сюда муку. По рецепту надо взять 500-520 граммов. У меня здесь 520, это вместе с той, что я добавила в опару. Но высыпаю не все, а немного оставлю. По надобности потом добавлю. И хорошо вымешиваю сразу ложкой, пока она справляется, а домешивать буду, как всегда, руками. Вот такое получается тесто, уже собралось в комочек, нет сухих крошек, но тесто мягкое и здесь еще не все масло. Поэтому зачищаю ложку, обливаю его растительным маслом и продолжаю вымешивать уже рукой до однородности. В миске вымешиваю до тех пор, пока масло полностью войдет в тесто. Вот такое оно получается мягкое. Видно, что сдобное, желтое. Но его еще надо вымесить. Тесто неоднородное. Вот сколько муки я не добрала. Немного подпыляю стол. Не спешите вмешивать всю ту муку, которая указана в рецепте.
Добавляйте по чуть-чуть, она у всех разная, и поэтому разное количество понадобится для теста. Я с вами делилась уже этим рецептом, многие его готовили, понравилось. И хочу напомнить, что тесто это универсальное, подходит как для соленой, так и для сладкой начинки. Но если готовите со сладкой, добавьте ванилин или другие ароматизаторы, цедру лимона, апельсина. Ну а если любите более сладкие, то добавьте в тесто еще столовую ложку сахара. Вот такое вот получается мягкое тесто, пока еще немного липкое, поэтому в конце замеса я его отбиваю. Отбивайте до тех пор, пока оно перестанет прилипать к рукам. Ну, на это понадобится где-то минута или две. Посмотрите, какое тесто. Вымесилось до гладкости и совсем не липкое. Вот оно полностью готово. Подкатываю в шар. Смазываю миску растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Накрываю и оставляю где-то на 40-50 минут. Прошло 40 минут. Тесто очень хорошо подошло. Делаю ему обминку. Коврик ничем не смазываю. Месить не надо, только обмять. Тесто очень мягкое, пузырится, под руками пищит. Нежное, шелковое. Вот такое вот красивое, гладкое и в пузырьках. Снова его накрываю и оставляю где-то на полчаса. Пока тесто второй раз подходит, я приготовлю начинку. Пропускаю фарш еще раз через мясорубку вместе с тем соком, который выделился при жарке. Добавляю сюда рис, не весь, а только 100 грамм. 80 грамм отвесила, отставила в сторону. Цибульку вместе с тем маслом, на котором она жарилась. Соль, здесь только пол чайной ложки. Рис я отваривала в подсоленной воде, поэтому перемешаю, попробую. Если будет мало соленое, то добавлю. И черный молотый перец. Все это хорошо перемешиваю. Видно, что начинка не сухая, не рассыпается, но для лучшего вкуса и сочности добавляю еще растопленное сливочное масло. Здесь у меня 30 грамм, но вы смотрите по своей начинке и по своему вкусу. Снова все хорошо перемешиваю. Еще раз попробую на соль. Надо, чтобы она хорошо чувствовалась. Не пересаливайте, конечно, но ее вкус должен быть хорошо выражен. Немного добавляю. И перца тоже. Видно, что она стала более влажная, более сочная. Все, начинка готова. Можно разделывать тесто. Прошло еще раз 40 минут. Коврик только слегка смазываю маслом. Вот масло для теста и для разделки беру без запаха. Не делая ему обминку, подкатываю в жгутик и делю на 18 кусочков весом по 50 граммов. Пирожки делаю маленькие. Если хотите покрупнее, то сделайте их меньше. 15 или 16 штук. Теперь каждый кусочек округляю. Подкатываю плотный шарик. Сразу выдавливаю большие пузыри воздуха. Уплотняю тесто. Подтягиваю все краешки в середину и придавливаю. Потом на ладошке собираю в узелок, защипываю и подкатываю. Вот такие вот хорошо вкатанные шарики легко раскатываются в лепешку одинаковой толщины по всей площади. И не получится так, что с одной стороны пирожок очень тонкий, просвечивается начинка, с другой стороны потолще. Или вообще где-то тесто получилось очень тонкое и пирожок разорвался. В общем, чем лучше вы подкатаете шарики, тем легче они раскатаются в ровные лепешки. Вот и донышко гладкое, и верхушка. Накрываю и оставляю минут на 10. Пусть тесто отдохнет, клейковина расслабится, потом раскатаю их в лепешки. Так, этот ряд убираю, я их подкатала позже всего. И начинаю раскатывать с тех, которые подкатывала первыми. Коврик снова слегка смазываю маслом. Даю им еще минутку полежать без пленки, чтобы они сверху были не такие влажные и не так прихватывались скалки. И начну раскатывать. Раскатываю в разных направлениях и переворачиваю гладкой стороной вниз. Гладкая сторона это будет верх пирожка, и он получится тоже гладкий и красивый. Раскатываю сразу все тесто, потому что все пирожки лягут на один листик.
Можно краешки еще немного растянуть пальцами, но только краешки. Серединка пусть остается потолще. И не надо их сильно раскатывать, делать большого диаметра. Чем больше раскатаете тесто, тем тоньше оно будет уже после выпечки, и пирожок будет не такой пышный. Все, можно раскладывать начинку. На каждый пирожок набираю по столовой ложке полную с горкой. Соленой начинки можно положить больше, чем сладкой. В ней не столько влаги, и она не разрывает тесто при выпечке. С начинкой легко работать. Она послушная, держится в кучке. Ну, еще раз скажу, видно, что не сухая и не рассыпается. Доводите ее по своему вкусу. Пирожки делаю самые обычные. Это пирожок лодочка. Делается легко, быстро. Защипываю сразу на середине, потом краешки, один, второй. Хорошо еще раз прохожу по шовчику, выравниваю, чтобы пирожок не был такой, как вареник. Загибаю в сторону, хорошо его закрываю. И получается вот такой вот пирожок. Укладываю на шовчик и делаю следующий. Если начинка получается только на середине, можно ее растянуть краешком, чтобы она была по всему пирожку. Снова закрываю сразу середину до уголочков, хорошо защипываю. И много теста на этот шов не натягивайте, он не должен быть толстым. Получается вот такой вот гребешок, тоненький и маленький. Выравниваю, просто хорошо его придавить, загнуть в сторону, закрыть шов. И вот такой вот красивый пирожок. Посмотрите, гладкий, ровный. Все пирожки готовы. Теперь перекладываю на листик на небольшом расстоянии. И чтобы они хорошо разрывались, при отрыве не высыпалась начинка, один из бочков смазывайте растительным маслом. И даже если после подъема они у вас сильно склеятся, они все равно будут хорошо разрываться и останутся целыми. Начинка останется в пирожке. Вот так вот разложила на расстоянии. Накрываю сразу пленкой, чтобы не подсыхали. Утепляю полотенцем и оставляю где-то на 20-25 минут. Пирожки подходили 20 минут. Смазываю яйцом. Но если хотите выпекать вот так вот, не смазывая, то целые 2 яйца добавляйте в тесто. А после выпечки смажьте их сразу же, как только-только из духовки, размягченным сливочным маслом. С соленой начинкой можно и так. Жарить на этом тесте нельзя, сразу скажу. Вы часто спрашиваете в комментариях. Для жареных пирожков оно очень сдобное. Будет быстро колероваться, подгорать, и из-за этого не успеет хорошо прожариться. На этом тесте пирожки выпекаются только в духовке. Как только смазала все пирожки, включаю духовку на разогрев. Температура 190 градусов. Греется она 10 минут. За это время пирожки еще немного подойдут, смазка подсохнет, и буду выпекать. Пирожки испеклись, выпекались они 18 минут при температуре 190 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Сразу после выпечки на них присутствует тоненькая корочка. Если у вас духовка зажаривает посильнее, после выпечки накройте их полотенцем, пусть немного отпарятся. Ну вот прошло где-то 3 минуты. Посмотрите, какие они мягкие, я их не накрывала. Вот так вот выпекает моя духовка. Все они пекут по-разному, поэтому пристраивайтесь к своей. Пирожки только немного остыли, но еще довольно-таки горячие. Посмотрите, какие мягкие. И покажу вам всю полосочку. Вот такие вот они аппетитные, очень ароматные и, конечно же, вкусные. Ну, давайте посмотрим, как они разрываются. Вот все пирожки остаются целыми, несмотря на то, что они сильно послипались. Ну и давайте посмотрим, какие они внутри. Вот так подпекается донышко. Много начинки. И одинаковый слой теста, как снизу, так и сверху. Оно пышное, воздушное. Получаются мягкие, пышные. И такими же остаются на следующий день. Не черствеют, только храните их правильно. После полного остывания складывайте в пакет или в закрытую посуду. Я храню в пищевом контейнере под крышкой. На донышко укладываю бумажное полотенце. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашніми пирожками і приятного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.